Миша смотрел на витрину с игрушками, будто завороженный. Ему хотелось все. Вот только вряд ли бабушка сможет это ему купить. И вообще, в последнее время она что-то очень грустное стала. Недавно вон корову продала. Хотя, если корову продала, наверняка у нее есть деньги, и она сможет купить ему все, что он пожелает. «Бабуля, купи мне вон те машинки». «Может, лучше возьмем ту, красненькую?» «Не хочу. Я хочу вон те, и еще вон тот мяч и самолетик. Пусть Пашка и Витька обзавидуются». Вера Семеновна покачала головой. И зачем она только взяла внука в город? И вправду, нужно было оставить его у соседки. Он-то совсем ребенок, не понимает еще, что в город они ездили, чтобы купить дорогостоящее лекарство для Петра Алексеевича, ее мужа. «Мишенька, сейчас мы купим тебе мяч, а потом поедем домой. Я и так почти все деньги потратила на лекарства для деда. Вот дед выздоровеет, ты его приведешь сюда и покажешь, что хочешь, и он тебе купит». Казалось, такая перспектива мальчику пришлась по нраву. Дед всегда был более сговорчивым, чем его расчетливая бабушка. Главное, нужно запомнить место, где расположен этот магазин. Но мечтам Миши не суждено было сбыться. Мальчик играл во дворе, когда услышал крик бабушки. «Бабуля, что случилось?» «Беги к Митрофановне, скажи, чтобы срочно шла сюда». А потом были похороны, поминки и все то, что Мише давно было знакомым и порядком надоело. Всего за 2 года он успел потерять и родителей, и деда. Ему до сих пор становится не по себе при виде траурной процессии. После смерти деда жить стало намного легче. Больше не нужно было тратить деньги на дорогостоящие лекарства и поездки по частным клиникам, которые все равно ничем не могли ему помочь. Теперь для Миши наступило раздолье. Бабушка безропотно выполняла все его прихоти, покупала сладости и дорогостоящие игрушки. А когда он пошел в школу, то для этого случая они специально ездили в город, чтобы купить красивую форму и модный рюкзак. Михаилу нравилось, что теперь все внимание бабушка уделяла только ему, покупала все, что он захочет, по первому его требованию. Даже если денег не было, она занимала у кого-нибудь из соседей для того, чтобы порадовать внука. «Не баловала бы ты так мальца, Верочка. Не ровен час, избалуешь, назад пути не будет». «А кого мне баловать, как не внука? Никого у меня на всем белом свете не осталось. Сын с женой погибли, теперь вот муж ушел, а я даже ему ничем помочь не смогла». Все жители деревни жалели Веру Семеновну, а ее жизни не знал, наверное, только ленивый. Она была совсем молоденькой, когда вышла замуж за Петра Алексеевича. Городская девушка быстро привыкла к деревенской жизни. Вместе с мужем они перестроили дом, развели хозяйство. Многие завидовали их тихому семейному счастью, но невдомек им было, что молодая девушка, чтобы не разбудить мужа, по ночам молча плачет в подушку. Никто из деревенских жителей не знал, почему на самом деле эта городская красавица согласилась переехать в такую глушь. Нет, в этом не была замешана большая любовь. Вернее, была замешана любовь, но только не к Петру Алексеевичу. Вера Семеновна в молодости была знатной красавицей, черноволосая, черноглазая. А как она одевалась! Многие думали, что ее родители из богатой семьи, раз она модно одевалась. Но все было намного проще. Девушка любила шить и очень часто перешивала из старых материнских платьев что-то новое, а иногда покупала новую материю и шила себе обновки. В нее были влюблены все ее однокурсники, но она любила только одного – Георгия. Об их любви можно было слагать легенды или на худой конец написать поэму.
Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончились и их отношения. Вернее, их вынудили их закончить. Отец Георгия настоял на своем. Либо Вера отречется от любимого, либо ее отца с позором выгонят из партии. Этого Вера допустить не могла. Вообще она не могла допустить, чтобы по ее вине хоть кто-то пострадал. Поэтому она рассталась с Георгием и вышла замуж за простого деревенского парня, который давно оказывал ей знаки внимания. Все, кто знал Веру, не понимали, почему она решила расстаться с Георгием и выйти замуж за Петра. А она только улыбалась и всем отвечала: «Видно, судьба у меня такая, а от судьбы не убежишь». От судьбы и вправду не убежишь. Спустя годы Георгий все-таки нашел любимую и предложил ей бежать с ним. И Вера вначале согласилась. На тот момент отца Георгия уже не было в живых, а он сам был разведен. У Веры был ребенок, но это не останавливало влюбленных. Они хотели быть вместе, хотели любить и быть любимыми. Вера Семеновна готовила ужин, когда ей позвонили из городской больницы. «Здравствуйте, вы жена Шумакова Петра Алексеевича?» «Да, это я. Вашего мужа госпитализировали в городскую больницу с подозрением на инсульт». Но все было намного страшнее, чем она думала. После инсульта Петр Алексеевич был полностью парализован, и Вере Семеновне пришлось оставить свою затею, бросить все, чтобы уехать и стать наконец-то счастливой со своим любимым человеком. Умом она понимала, что другого шанса у нее больше не будет. Она не молодеет, да и Георгий ждать не будет. Но как она могла оставить в беде человека, с которым прожила столько лет и от которого родила сына? Георгий уехал, а Вера Семеновна приложила все усилия и возможности, чтобы ее муж пошел на поправку. Спустя некоторое время он уже мог двигать руками и еле внятно говорить. И хоть ходить он так и не смог, Вера Семеновна была рада и таким скромным результатам. Она верила, что хороший уход и грамотное лечение поставит ее мужа на ноги. Она даже решила, что никогда не уйдет от него, лишь бы он только жил. Видно, Бог услышал ее молитвы, а может, решил им дать новый шанс, и, вопреки прогнозам врачей, Петр Алексеевич пошел на поправку. А потом их настиг новый удар. Сын с женой утонули на море, куда ездили отдыхать. Вот так Миша и остался на попечении бабушки с дедушкой, а Петр Алексеевич после второго инсульта окончательно потерял речь и надежду на выздоровление. Денег часто не хватало, и Вере Семеновне приходилось продавать все, что более или менее представляло какую-либо ценность. За короткий промежуток времени она продала украшения, что у нее были, распродала все хозяйство, только мужа все-таки спасти не удалось. И теперь единственной отрадой в жизни у нее был ее любимый внучок, который одинаково походил как на своего отца, так и на деда. «Счастье ты мое, Мишенька! Я даже не представляю, как бы я жила, если бы у меня не было тебя». А Миша мило улыбался и думал, что бы еще эдакое выпросить, пока его бабушка была в хорошем настроении. Вера Семеновна знала, что в скором времени, когда Миша вырастет, то и он будет заботиться о ней так же, как и она сейчас заботилась о внуке. Невдомек ей было, что у ее внука были совершенно другие планы. Его раздражала деревенская жизнь, раздражало, что по утрам орут петухи, а по вечерам мычат коровы, когда возвращаются с падбищ. Раздражало, когда деревенские мужики, напившись, начинали орать задушевные песни. Раздражали и посиделки деревенских женщин, которые обязательно сопровождались промыванием косточек кому-либо. То ли дело город, полная свобода действий, никто никого не знает, все живут так, как им вздумается. «Ба, я в город поеду».
В какой город, Мишенька? В какой? Такой. Хочу поступить в университет, а как окончу, найду работу, так и тебя к себе вызову. Значит, ты хочешь бросить свою бабушку? Не бросить, а уехать на время. Ты не понимаешь, здесь нет никакого прогресса. Мы не живем, а выживаем. То ли дело город. Там такие возможности. Хорошо, внучок, поезжай, раз так решил. Только помни, один ты у меня. Больше мне надеяться не на кого. Я тебя на ноги поставила. Теперь пришло твое время позаботиться о старухе. Первое время Михаил часто приезжал к бабушке, а потом все реже и реже стал наведываться. Надоело ему, что каждый раз она просила его то огород скопать, то грядки помочь прополоть, то дров нарубить. А у него после такого отдыха все руки в мозолях, да и перед друзьями неудобно. Он-то всем говорил, что отдыхать на дачу ездит, а сам? Нет, лучше он не будет туда ездить. Пусть она как-нибудь сама или наймет кого-нибудь. У него другие планы на свою жизнь. Вера Семеновна понимала, что ее надежды не оправдаются, что ее внук, которого она горячо любила и которого воспитывала в любви и заботе, никогда не будет о ней заботиться. И, скорее всего, ее ожидает тихая старость в доме престарелых, либо тихая смерть в одиночестве. Недолго думая, она решила позвонить внуку, чтобы решить раз и навсегда, что им делать. Миша уже взрослый, университет окончил, да и работу хорошую нашел. Может, им все-таки стоит этот дом продать и купить квартиру в городе. Тогда бы и внук на глазах был, да и ей бы не так одиноко было бы. Здравствуй, Мишенька. Как дела? Как здоровье? Ба, ты что-то хотела? У меня времени в обрез. Поговорить хотела. Ты когда приедешь? Это просто не телефонный разговор. На выходные загляну, хотя и не обещаю. Михаил, не дослушав, что еще ему хотела сказать бабушка, выключил телефон и продолжил готовиться к свиданию. Как же он любил эту утонченную и грациозную Кристину. Девушка всегда была одета с иголочки, а такая начитанная, словно ходячая энциклопедия. Но не только это привлекало его к ней. Он был прекрасно осведомлен, что девушка такая же сирота, как и он, а у ее деда огромная фирма, которая в случае чего достанется ей. Если он успеет жениться на ней раньше и сделает так, что понравится старику, то чем черт не шутит, авось и ему что-нибудь перепадет. На выходных Михаил, как и обещал, приехал к бабушке. Он был раздражен. Еще бы, столько времени придется провести впустую, хотя мог бы в ресторан с Кристиной сходить или еще куда-нибудь. «Ну, вот я и приехал. Ты что-то хотела?» Начал с порога внук. Да, он сильно изменился, подумала Вера Семеновна. Вряд ли ему придется по нраву идея жить вместе. Я бы хотела продать этот дом, чтобы купить квартиру в городе. Ты же вроде на съемной живешь? Да, на съемной. При упоминании о продаже дома глаза Михаила загорелись. Неужели бабка хочет подарить ему квартиру? Неужели сбудется его мечта, и он сможет жить в своем собственном жилье, а не делить квартиру с друзьями? Я бы хотела, чтобы мы, как и раньше, жили вместе. Старая я стала, чтобы жить в одиночестве. Но, ба, я думал, ты для меня квартиру покупаешь. Хорошо, а мне жить тогда где? Тебе? Ну, я не знаю. Или я продаю дом, и мы живем вместе, или я тоже продаю дом, но переезжаю в дом престарелых. Все средства я, следовательно, перевожу туда же. Вот наглая старуха, еще ультиматумы мне ставит. Зачем она мне в моей новой квартире? Что я Кристине скажу? Что я живу с бабкой, и что это она мне квартиру купила? Поступай, как знаешь. Дом твой, ты вольна делать с ним
все, что пожелаешь. Хотя на самом деле у него был хитроумный план. Были у него друзья, которые не брезговали ничем, из разряда тех, кто родную мать был готов продать ради своей выгоды. Поэтому Михаил вышел во двор, поговорил с друзьями по телефону и, заручившись их поддержкой, решил действовать. Он выкрал документы на дом и рано утром вернулся в город. Михаил жадно потирал руки, когда один из его друзей подделал подпись его бабушки на доверенности, что отныне Михаил имеет полное право заниматься куплей-продажей этого дома, а второй ту самую доверенность зарегистрировал. Все-таки хорошо, когда у тебя в друзьях нотариус и такой друг, способный подделать любую подпись. Наконец-то дом был продан. Самое главное, этот старик даже не сбивал цену, узнав, что деньги нужны на дорогостоящую операцию бабушки. Михаил раздал друзьям щедрые чаевые, а сам занялся поисками новой квартиры. «Дорогая, у меня для тебя отличная новость. Я покупаю квартиру». «Поздравляю, банк ограбил или ипотека?» «Наследство получил. Я думаю, теперь самое время подумать о том, чтобы узаконить наши отношения. Кстати, ты когда меня с дедом познакомишь-то?» «Скоро и познакомлю. Мне кажется, мой дед даже женится раньше, чем выйду замуж я». Услышав об этой новости, Михаила передернуло. Неужели этот старик нашел себе молоденькую, и теперь она, а не он с Кристиной, завладеет всем его бизнесом? Что стало с его бабушкой? Где она сейчас живет? Жива ли она после того, как узнала, что ее внук провернул с продажи ее дома, Михаила не интересовало. Она свое уже отжила, а у него еще вся жизнь впереди. Вот еще дед Кристины отказался бы жениться, тогда все было бы лучше некуда. Они ехали уже довольно долго, и Михаила сморила от усталости и тряски. Вот мерзкий старичок, так далеко забрался, подумал Михаил и, зевнув, пару раз заснул. Он всегда засыпал в дороге, и ему даже приходилось просить кондуктора или таксиста, чтобы его разбудили, как прибудут на место. Вот и теперь, попросив Кристину разбудить его, как они доедут, Михаил тут же заснул. «Вставай, Лежебока, мы приехали». Едва проснувшись, Михаил не понимал, куда он приехал. Первой мыслью было, что Кристина прознала про аферу с домом бабушки, поэтому привезла его сюда. Дед недавно этот домик приобрел. Говорит, ему нравятся эти места. Чем бы старики не тешились. «Кристина, внучка моя дорогая, проходи в дом». «О, а я, кажется, вас помню, молодой человек. Это же вы мне этот дом продали». «Да, я». «Ну что же вы, проходите. Я, правда, здесь не один живу, невеста у меня, так что не стесняйтесь». Слава богу, пронесло. Подумал Михаил, значит, дед Кристины не догадывается о том, что из-за него его бабка осталась на улице. Интересно, где она? И вообще, как это она сдалась без боя? «Проходите. Верунчик, ставь самовар, моя внучка приехала». При виде нарядно одетой и помолодевшей бабушки Михаил опешил. Не думал он, что его бабка именно та женщина, на которой собирался жениться дед Кристины. В этот момент ему хотелось, чтобы все это оказалось кошмарным сном, но, к его великому сожалению, это был не сон. «Что же ты застыл, Мишенька? Не ожидал родной бабки здесь увидеть? Думал, я в доме престарелых или на кладбище лежу. Меня чуть без жилья не оставил. Теперь бедной девочке голову дуришь». «Ба, ты чего?» «Кристина, вы в курсе, что сделал мой внук? Он ведь обманом завладел документами и продал мой дом, оставив меня на улице. Хорошо, что покупателем оказался Георгий. А если бы был кто другой?» «Ты пошел на такое?»
Ты способен предать самого близкого человека? Нет, что ты, и это какая-то ошибка. Я хотел купить квартиру и потом перевести бабушку к себе. Ты же мне сам сказал, что бабушка умерла, и эти деньги ты получил в наследство. Да, живая, это он для меня умер. Вера Семеновна наконец-то вышла замуж за Георгия, которого любила всю жизнь. И пусть кто-то скажет, что в их возрасте нужно думать не о свадьбе, а о другом. Они считают иначе. Они заслужили тихое семейное счастье, о котором мечтали. О Мише Вера Семеновна больше ничего не слышала. Кристина порвала с ним и теперь окружила заботой не только деда, но и новую бабушку, которая в девушке души не чаяла. Вера Семеновна, конечно, переживала, что там стало с ее внуком, но потом решила, что предательство должно быть наказано, а такое, что сотворил Миша, и вовсе нельзя прощать. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.